высадились в Мерефе. Двинем в сторону Змиева до базы запаса. Алтарь для железнодорожников. Только Это хуже еще, чем может быть. Это такая убитая электричка. Всем привет! Сегодня едем в Мерефу, а более точнее вам сейчас расскажу. Сначала мы отправимся из Харькова в Мерефу на электричке. Мерефа станция участковая 2 класса. От станции берут начало направления на Харьков, Лозовую, Красноград, Люботин и Змиев. Как раз соединительная ветка на Змиев нас интересует. Примерно в 8 километров от самой Мерефы находится станция Мжа, на территории которой расположилась база запаса локомотивов. За время ее существования туда пригоняли подвижной состав из Южной железной дороги. До середины нулевых здесь отстаивались паровозы. До 2014 года база запаса постоянно использовалась для временной консервации локомотивов депо Харьков-Октябрь, которые использовались для летних перевозок. На просторах сети мало информации о базе запаса. Оно и понятно, туда неудобно добираться, да и снимать на территории запрещается. Но все-таки я нашел интересный блог пользователя Engineeris, опубликованный в живом журнале. Кроме съемок за забором, автор блога смог побывать на территории базы запаса и снять локомотивы вблизи, так как никто раньше не снимал. Сейчас мы совершаем посадку на прибывшую электричку до станции Мерефа. Данное направление пользуется спросом, поэтому места заполнены почти полностью. В таких электричках время тут же останавливается, будто возвращает тебя обратно во времени. Вода, пиво, напитки, водичка, пиво, чай, кофе, сухарики, орешки. Но главное входит хондроитин, который, встраиваясь в поверхность суставов, способствует восстановлению хрящей. Предназначены данные разработки для лечения артритов, артрозов, остеохондроза, ревматической боли, отложений солей, усталость в ногах в течение. Стоимость билета, приобретаемого в электропоезде от Харькова до Мерефы, составила 13 гривен 50 копеек. Спустя 45 минут мы прибываем на 4-й путь станции Мерефа.
платформе мост в сторону Змиева двинем где-то около километров 7 как раз до базы запаса. Посмотрим, что там, может что-то новенькое. Если там никакого особо движа не будет, то как раз сможем и забраться, может быть. Ну, это так, посмотрим. Да, это по обстоятельствам. Вышли за пределы станции. Уже потихоньку начинать менять контактные опоры. Харьков лозовая. На свежие вот эти белые. Надеюсь, до 25-го года уже все поменяют. То, что они сохранились еще с тех годов, прошлой эпохи. Есть что-то интересное. Вот особенно вот эти такие. Вся в Приднепровской ЖД, по-моему, в таких. Ну да, это не просто так опоры сделаны, это опоры для железнодорожных любителей, чтобы можно было залезть на них, снять красивый ракурс. Не приходится лезть на дерево, как некоторые блогеры, с которыми я уже знаком, могут лазить по деревьям. И не только. Ну, что не сделаешь ради красивой картинки. Да. Тут у нас, кстати, неплохой вид. Ну, как тут хороший, да. Это получается сейчас путь направо уходит в нашу сторону, куда мы идем, на Змиев. Вот эти вот сверху. На Красноград и на Лозовую. Сегодня для нас хорошая погода. С другой стороны, минус это то, что засветы будут жуткие, темные блики. Я не думаю, что мы там прям что-то сейчас услышим. Давай хотя бы наш туда перейдем. Ну что, быстро же пройдем? Давай. Сюда. Хоп-хоп-хоп. Прошли, пробежались. Да. Идем дальше. Мы так пробежались, и вот здесь сейчас 10 пасов проедет. Ну, экстремально просто пробежались для прикола. Теперь мы выходим на однопутку в сторону Змиева. Начинается сосновый лес. Красивый вид. Ох, вот здесь хороший ракурс. Да. По расписанию, конечно, здесь одна электричка. Рано-рано утром возле платформы Мжа где-то 4 утра. Куда ты через пути? По путям ходить нельзя. А там собака еще. Посмотри, остановился. Собачий обед. Вот собаке повезло. Ну, если она, конечно, его словит. А так, в основном, здесь грузачи. Не такой постоянный движ. Пару грузачей в день может проехать. У нас как бы время поджимающее. Ближе к 6 вечера обратно поедем. Наверное, у платформы мост. Сосновый лес вокруг напомнил мне вылазку в Николаеве, где в попытках снять тепловоз на фоне соснового леса нужно выбираться за город, в район поселка Голицыново. Что такое? Ну, блин, конечно, я бы тебя покормил, но у нас с собой тоже разве что тульский пряник. Ну, иди. Жалко, да? Вот тебе бы скорости больше, чем у зайца, словил бы. Да, жалко, конечно, эту ветку. На Лозовую особенно. Столько крымских ПДСов, сколько донецких. И все это сейчас в одном месте. В истории. Да, в истории. И фиг его знает, сможем ли мы застать то время, когда все возобновится. Ну, будем надеяться, ждать. Может, Да, не вернется. может быть.
Все, ветка уходит вправо, а мы уходим влево. Спускаемся, точнее, путем. Вот там еще развязка, потом тупики будут. На базе запаса, куда мы следуем. Мы должны стоять DR1, R9P, но R2 я не знаю, точно это есть там или нет. Ну, я смотрел, там тоже куча 106-нарей. ТЭП-70, ТЭП-70, да. ТЭП-3. ВЛ-60 я видел, даже стоит. Да, но сейчас не знаю, есть он или нет. Мгм. Там очень много ЧС-2, ЧС-7. Раньше там еще паровозы были. Жаль, конечно, мы такое не застали. По-моему, в середине нулевых вывезли. Все порезали, один оставили в качестве ретропоезда. Ужас, конечно. Так паровозы порезать. В других там странах, та же Европа, как-то пытается Это восстанавливать. Не порезали, а дали на другую дорогу. Ну да. Это что у нас за платформа? Вот, 4-й километр. Ага. Вижу. И одна путка пошла дальше. Да, следующий уже МЖА. О, развилка закончилась. Деревянные шпалы. Что ты хрестишься? Да, потому что я не знаю, насколько оно... Так ты по бетонным плитам иди. Веселый мост. Наверное, обратно по низу пойдем. Ч3. Кривая поворачивает красиво. Мне это напоминает на Полтаву. Да. Да, вот перегон Полтава-Киевка, Полтава-Южная. Мне напоминает участок, который мы с Андреем прошли. Южноукраинская, ну там не доходя до самой станции. До тоже окрестностей Вознесенска. И там получается 3 хаты, по-моему, станции. И за ней уже однопутка начинается. Вот примерно такой же красивый вид, но только не на сосновый лес, степной. Тоже вот от однопутки. Красивая, вот так, но ничего нет, ничего не снимешь. Да. Движения нету. Движа нет. Чтобы электричка какая-то бы днем проехала, чтобы можно было летом из окна поснимать. И между участками Рев-8 там просто нету населенных пунктов, и из-за этой электричек нету. Ну, люди не живут на этой линии. Не, ну вот же небольшие поселки есть, Автобусы основном. автоперевозчики. Да. Поэтому электрички на базах запаса отстаиваются, а людям хрен. Ну тут в основном вот эти электрички рано утром электричков для рабочих. В основном для путейцев, там, Ага. для начальников станции. Вот такой вот длинный хвост за собой оставляем. Кривой. Смотри, у малых свой собственный каток. Еще и с коньками катаются. Чего себе. Прям вообще шикарно. Желтый проходной, движа нет. Тишина, тишина. Ну, мы сюда, слава богу, не задвижем приехали. Вот, смотри, а там уже впереди-то хотя бы похоже на речку. Это солнечные батареи. Да? Да, ну посмотри. А, да, скорее всего оно. Поле солнечных батарей. Что, слышишь что-то? Наверное,
трасса, скорее всего. Я так люблю снимать возле трасс. Не поймешь, едет что-то, не едет. Особенно когда какие-то дальнобойщики, так вообще ничего не поймешь, едет или нет. И вот так вот прямая уходит вправо, как раз к нашей платформе. И что должна прямая быть уже. Кривых не должно быть. Теория. Скрытый как-то. Говоришь, отсюда видно ТЭЦ. Это на Залетинском. Холодная гора, то есть. Да. Километр 30-40 отсюда. Да, уже 1:30. Ну, уже, наверное, 2,5 часа, наверное. Но мы так не спеша. Да. Время еще есть. Ржавый. Хоть бы покрасили, не знаю. Хотя для чего? Активного движа нет, значит и красить не надо. Хотя все равно накат неплохой. Вот, достаточно неплохой. Да, сплошной прямой участок до самой платформы. Кривые закончились. Березовые рощи. Как будто лес посидел. Очень красиво. А это уже может мост через речку Мжа? Да, это вот речка уже. Речка замерзла. Сделать можно. Ой. Ой, как неловко, конечно. Такой мостик. Мостик уставший. Тут хоть просто, не знаю, сальто вперед делай. А тут как будто кто-то прыгал. Нет. Да не, я шучу. Да, ну конечно перегородка такая обрезанная. Как будто ее действительно так понемногу, не знаю, отрезали себе на металлолом. Бред, конечно. Какой смысл? Его знает. Серьезно, я впервые вижу такую обкусанную. Где-то есть, где-то нет. Ну как будто в какой-то заброшке. Ну, по факту мы идем практически к заброшкам. Ну да, локомотивы там заброшенные. Есть, конечно, те, которые еще можно использовать. Не знаю, насколько правдивая информация, но это не просто база запаса, где там отстаиваются одни трупы. Плюс сейчас там тоже локомотивов достаточно, которые можно использовать. Сейчас в последнее время некоторые ЧС-2 оттуда забирают, ЧС-7. Т-70, иногда ЧМ-3. Да. Но, судя по всему, я даже не знаю, насколько они целенаправленно их используют, так как ЧС-7, как сказал, вот, например, Дима, он видел ЧС-7 уже с путеизмерителем. Или они постоянно так у вас? Ну, у нас ЧС-2 осталось вот на данный момент, на сегодняшний день, 4 штуки. ТЧ-2. А все остальное это ЧС-7. Ну, да. А ЧС-2 в основном на маневр, ПДС, на Харьков-Пас, мелкие маневров работы. А чтобы так с путеизмерителями, это так редко. Идем красивые ворота, сосновый лес. Такая красивая горка. А тут уже накат ухудшается. Красиво, такая тишина, лесок. Уже видны очертания. Это, считаю, что молебен, не молебен, а как можно сказать, алтарь для железнодорожников, базы запаса. Только сюда приходят любители железной дороги помолиться на локомотивы. Элитой. Да, скажем так, приложить руку к локомотиву, загадать желание, чтобы попался хороший локомотив в будущем, где-то на вылазке. И вот мы сейчас потихоньку уже приближаемся к нашему алтарю. Так, сейчас я буду зумить. Давай пока тут где-то вот отойдем в бок.
тихо. Никого не. Да, да. Надеюсь, там не болото за этим забором. Первыми нас встречают электрички, дрын и 106 забор, конечно, невысокий, но все равно. 297, который был на выставках. И теперь вот его выставка. Вечный отстой. $19.54. Да не, ну это так не годится, надо записать. Шли, наверное, вдоль. Я думал, он немножко ниже. Ладно, попробуем по-другому. Промежуточных дырок много. А вот за дырками можно видно честь ему видеть. Ага. Да, квадрокоптер, конечно, не помешал. Какой вот этот ЧС? Да, вот это самый. Больше 5 лет стоит. Да. Что еще полоски старые. Старая табличка. Харьков, Жовтень. Да. Это раньше лог-депо так называлось. Да. Октября-то. А сейчас Харьков Головная. Переименовали, декоммунизировали. О, да тут даже есть новые логотипы. О, отлично. Интересно. О, а этот зеленый? Нет, это выгоревший. Ну что, почти похож. Как будто бы зеленый. А вот для него серый. Да. А вот серый это раритет. Такой фирменной краски уже не увидишь. Мы его в Лозовой ловили в 17-м году. Он тогда Харьков-Запорожье был. Ну В да. 17-м его уже отправили на подставку. Ну да, работал свое. А вот с чебурашками уже ситуация похуже. Их уже может быть и не оставят. Через тему еще могут, а вот чуть нет. Надо подумать. Чего? Подумай, как мы друг другу не мешали. Да вот же есть тупик, можешь с тупика снять. О, ничего, так ручная стрелочка. Нормально. Ручная стрелочка. А, 82 вижу. Ходим, кружляем. Уже и вохры выходили, да? Спрашивали, чем мы тут металл тырим. Не то, что снимаем, не снимаем. Сразу сказал, снимаем, короче. Снимаем локомотивы, фиг с ним. Ну, для него было главное, тырим ли мы металл. Сейчас обходим, гуляем, высматриваем стовшики. Квадрокоптером бы низко бы как-то зайти. Без квадрика, смысл сюда.
запалят. Конечно, жалко, что я не эксперт по сталкингу. А что, собака тут. Попробую ближе подойти. Ну, тут 106 снари стоят. Тапок. Может, хотя бы просто вблизи сниму. Так, тут я уже вышел. Чмухи за чмухами. Ну что, попытка номер 2. Прошу заметь, вот Где? большие окна, это вот 10 Луганка. Где? Вот Вот где эти? большие окна. Вот я подумал, что она похожа. Это Луганка и есть. А лицо у нее... Ну, как видишь. Ну, видно, что Луганка. Блин, даже номера никакого. Еще 2Т-116М. Чего? Серьезно. На зон включу, посмотрим. Да, тапки были. Номер, конечно, хрен видишь. Хотя бы 116 номер есть сбоку, можно сказать. Вот так вот, да. Да, только так. Можно было бы отсюда залезть, но тут пока ничего такого особенного. Ну что скажешь? Ну, нормально, в принципе. Как для первого захода, да?
квадрокоптером бы вырваться. Да. Надеюсь, не последняя. Да, есть. Покидаем платформу, двигаемся обратно на Мерефу. Удивительное место, обошли вокруг, поснимали, что смогли. Некоторые интересные кадры есть. Хотелось бы, конечно, туда внутрь, но, блин, жалко. Идем, обсуждаем. Получается, тот же DR1, который ближе всех стоит. Он раньше был на выставках, как я раньше говорил, 2007 года, например. Ну, всякие комфортности, модернизацию проходил. Ну, Да, и в итоге теперь здесь стоит, никому не нужный. может, другая голова там работает. Я не ошибаюсь, DR1 на 297, что стоит на МЖА. Это музейный, там сейчас он стоит. Может быть, когда-то он понадобится. А пока что он на базе запаса. Здесь бы, блин, что-то словить от собак. Ничего. Ну, а так понемногу уже спустились ниже. Нам, если что-то проедет, уже разве что выскочим, поснимем. Красиво, конечно, такой задних у них. Сосновый лес. Такой забор колесами. Немного обойдем. Блин. Сейчас, Саня. Небо такое красивое. Такое оттенками. Это мне кажется, или это метеорит? Не знаю. Просто очень похоже, что там как будто метеорит упал и сгорел в атмосфере. Движемся уже ближе к платформе. Уходим от этой однопутки. Как я и говорил, в принципе, ничего пока здесь по движу не попалось. Ну ничего, сейчас на ветке Лозовской немного поснимаем до темноты. Или это машина, или что это? Где светится? Вот. А, это ярко. Ярко. Я уже опасался, что там что-то интересное. ТЭП-70 сразу же, да. Еще скажи ВЛ-8. Поверь, L8. Эрка на закате. А это походу реально. Эрка проехала, вот Симпсон да, хорошая. Я думаю, что Не упало. знаю. Может быть. Просто вот это интересно. Какой закат красивый. Вот сюда вы сейчас хоть что-то еще проедете.
И пошел вот так вот под горочку. Да, пассажирских, конечно, не хватает. Электрички, грузовые. Сколько здесь ПДСов? 1, 2. Ну, из дальников только один. А из пригорода там еще на Красноград есть. Приближаемся к платформе. То есть понемногу уже вылазка заканчивается. Ну что это называется? Опять зеленый, опять что-то будет. Ну и что, пусть едет. Ну я замерз уже, пускай хоть 5 минут отдохнет это все. А, такое интересное здание. Здесь что, касса была, что ли? Наверное, это из стороны. Это такое окошко. Бог создал рай, ад создали люди. Понял? Притчи. А, ты уже нашел место в зале ожидания. Да, вот смотри. О, тут кто-то уже костры разводил. Просто отлично. Облепили везде рекламой. Ну и посередине островная платформа. На ту сторону, а на Красноград. Она не останавливается ничего. Да. Краснограду и не нужно нифига. Ха. Типа, сами справитесь. Сколько там время? Сколько нам еще осталось здесь замерзать? Ну, по крайней мере, я знаю, что еще долго. Еще должно темно быть. 1,5 часа. Ну, будем 1,5 часа здесь мерзнуть. Да. Люди дорогие. Можно даже до Мерефы дойти. Ну, вообще, да, пан. Но уже хочется посидеть. Хоть 10 минут. Идем, наверное, в той лавочке. Ну, давай. Потарабанимся, конечно. Тепло и уютно. Как может быть, конечно, в такой лавочке уютно. О, макулатура. Ну, давай продадим. Да ты знаешь, сколько за нее там? Гривен 10. Ну, а что, вот, можно воду купить. Или булку. А я предлагаю перекусить. Да. Мы сегодня и не ели особо. Вспомнили об этом, да? Зеленый, да. Ну, Может, для электрички? Я не знаю. может. Сейчас увидим. А если что-то другое, кроме электрички, значит, что-то интересное будет. Да, я сейчас как раз сижу и буду ожидать чего-то интересного. Решили не мерзнуть на платформе. Уже по времени можно и двинуть до Мерефы. Внутри самого здания, где можно было хотя бы скрыться немного в тепле, там и присесть негде. Разве что одно тот деревянный стульчак. Пойдем на мере, потому что согреемся. Сейчас холодно, капец. Я сейчас замерз, но не могу. Приедет такая электричка на платформу, а там две сосульки. Я и ты. Там до самой Мерефы фигня идти. Это километр. А если что, внутрь здания еще зайду. Да, теперь не виды. Мерефа вечером. Что, двинем так и по путям или вниз? Да по путям давай уже, чтобы не заблудились. Сейчас ночью ничего не видно вообще. Ты думаешь, заблудимся? Там вроде дорожка вот так вдоль пути. Нет, давай уже спокойно. Ну, хорошо. Уже зашли за входные. Совсем немного осталось. Будем уже на станции отогреваться.
камера уже ничего не видит. Уже и тебя не видно почти. У меня то же самое. Тишина такая, людей что нет, все по карантину разбежались или что. Ну, я бы не сказал, что это, конечно, центральная улица, что от нее хотеть. Все же. Лишь бы до вокзала уже быстрее. Мне уже все равно, я не слышу никого. Мне вокзал главное уже дойти, уже холодно. Здесь в руки уже не холодно. Мы больше города дошли, уже Ну. как-то теплее. Уже на станции. Я еще и пойду посмотрю вокзал. То есть до 6 работает? Жалко, жалко. Ну ладно. Ну да, как бы, что и тут охранять, если тут движ такой. Электро, и до свидания. Пошли тут сядем. До 6 работает вокзал, так что вот так, нельзя внутри посидеть. Будем немножко здесь мерзнуть. Да, тут нормально, в принципе. Ну, все равно на улице. Сколько она тут, пару минут стоит? Да, вроде. Что за эрка, так не скажешь? Как глобус какой-то, как сон какой-то. Это 537. Нет, 547. Ну и 547. Здесь наши электрички топят. Как повезет. Но у нас же электричка, наверное, убитая будет, как обычно. То, что мы приехали, та же она и будет. А почему там 21.02? Сегодня же 20 вроде. А там вообще 17:52 час. Ясно. Может даже не минус 6, а минус 10. Бред бредом. А у нас был случай такой. Плюс 60 было. Показывало. Где? Харьков была 6 на станции. Плюс 60. Да. Весело. А по ощущениям как было? Плюс 30. Ничего так вагоны, как Делки. Это Харьков-Славянск. Ну, полурегионалка. Мне такие сиденья, конечно, меньше нравятся. Нравятся по старинке, сплошные такие, знаешь, типа, чтобы можно было прилечь. Да. А вот наша же едет. Давай, намордничек обивай. Не будешь кусаться. Надели намордники, покидаем Мерефу, едем обратно в Харьков. R2R. Да. Отлично. А твой номер? 45. Крипово. Давай сюда. Тепло, да? Отлично. Жареные горячие пирожки. Вы разочиняете наступный закон КРТ. Картошка, печенка, здравствуйте, пирож.
Картошка, печенка, беляши, сосиска, птица. Здравствуйте. Меньше обрести гармонию, покой и немного музыки. Дорогу. Мой друг художник и поэт. Наконец-то приехали. До метро топаем и домой. Всем пока. Пока.